Я вас приветствую на своем канале, с вами Валентина. Давайте приготовим вкуснейший кекс под названием столичный. Нам понадобится пачка сливочного масла комнатной температуры и яйца комнатной температуры. Все будет в описании. Полное количество ингредиентов и способ приготовления. Изюм промываем и надо залить водой. Нам нужно, чтобы изюм наш был мягкий. Пока мы будем делать тесто, и изюм как раз подойдет. Сливочное масло нарезаю на кусочки, на небольшие. Оно должно быть мягкое. Можно слегка растопить в микроволновой печи, но не сильно. В сливочное масло всыпаю сахар. Сахар лучше брать или мелкий, или сахарную пудру. Но у меня обыкновенный. И взбиваем. Яйца вводим по одной штуке. Разбиваем одно яйцо, взбиваем. Взбили, потом добавляем еще. Взбили, потом добавляем еще. В муку всыпаю 2 чайных ложки разрыхлителя теста. Добавляю немного соли. Перемешаю. Воду от изюма сольем через сито. В изюм добавляю ложку муки. Можно добавить ложку крахмала. Это для того, чтобы изюм не впитывал влагу с теста и чтобы изюминки наши не оседали вниз, когда мы будем выпекать. Все ингредиенты соединяем вместе и перемешиваем. Можно перемешивать миксером, можно вот так вот ложкой до однородной массы. Я весами не пользуюсь, всегда измеряю стаканами. У меня здесь 2 стакана муки. Я забыла про ванилин. У меня чистый ванилин. Можно использовать ванильный сахар, то уйдет пакетик. Для выпечки я использую пергаментную бумагу. Слегка капаю маслом. Кисточкой прошлась по дну и по стенкам противня. Слегка припудрю мукою и выкладываю тесто. Разровняем верх. Чтобы ваш верх был гладкий, ложку можно смочить в воде. В серединку я вот так провожу ложкой, делаю такую небольшую ложбинку, ну примерно где-то сантиметр. Когда наш кекс будет подниматься, у нас здесь будет такая трещинка. Ставим в духовку. Температура 170 градусов, плюс-минус 50 минут. Все зависит от вашей духовки, от формы, узкая она или широкая. Выпекание может занять где-то час. Когда выпечка у нас в духовку постоянно не лазим ни в коем случае. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Кекс наш готов. Простоял он у меня 50 минут. На готовность проверила, пропекся. Вынимаем из формы. И перекладываем в тарелку. Когда слегка подстынет, посыпаем сахарной пудрой.